Начало 20 века стало ареной для фигурантов криминального мира, которые сумели оставить свой след в контексте политических и социальных процессов. Один из таких фактов — влияние Аль Капоне в эпоху сухого закона в Чикаго. Его мафиозная сеть объединяла сотни людей и контролировала как нелегальный алкогольный бизнес, так и значительную часть политической машины города. Это было время, когда криминальные таланты могли менять ландшафт городов. Не меньшего внимания заслуживает итальянская мафия, чье влияние на американскую политику началось на уровне городов, например, Нью-Йорк, и достигло апогея, когда адвокаты мафии стали сенаторами. Крупнейшие ограбления эпохи, такие как знаменитое ограбление Болливудского банка, ставят криминалитет на новую высоту. Ограбления на миллионы долларов нарушали порядок и ставили перед правоохранительными органами новые вызовы. Шпионаж, часто рассматриваемый как прерогатива только государств, в действительности был и полем игры для преступных группировок. Например, во времена Холодной войны перегруженные информацией и секретами двойные агенты часто оказывались на службе как спецслужб, так и преступных объединений, создавая напряжение и недоверие среди стран. Технический прогресс прошлого века, например, внедрение телекоммуникаций и автомобилей, стал инструментом в руках преступников. Телефонные мошенничества и мобильные банды становились частью реальности в то время. Эти явления, взятые вместе, иллюстрируют, как криминальные движения, ранее игравшие второстепенную роль, стали не только объектом внимания горожан, но и главным фактором изменений в экономике и политике. Их следы ощутимы по сей день, но за горизонтом уже находятся более сложные связи, которые ставят под сомнение простые представления о преступности. Легенда о Аль Капоне начинается с улиц Бруклина, Нью-Йорка, откуда он благодаря своему уму и харизме поднялся вверх по криминальной лестнице. Но настоящим ключом к его успеху стало знакомство с Джоном Торио в Чикаго. В 26 лет Капоне возглавил его мафиозную империю, переосмыслив криминальный мир Америки. Известный как создатель системы рэкет, Аль Капоне превратил Чикаго в арену для своего влияния, активно занимаясь не только бутлегерством, но и сутенерством, игорным бизнесом и вымогательством. Эпоха сухого закона стала площадкой для его господства, когда он расширял сети незаконного бизнеса по всей стране, внедряя в свое дело новые и опасные схемы управления. Банды Чикаго стали свидетелями его жестокости и холодного расчета, особенно в кровавую бойню в День Святого Валентина 1929 года. Исторический эпизод, когда было убито 7 членов конкурирующих ирландских банд, ясно показал всем, что Капоне не остановится ни перед чем, создав продолжительную полосу криминального кошмара в городе. Но его метод не ограничивался только насилием. Капоне умел плести политические связи, покупая лояльность полиции и городских властей. Это давало ему мощное преимущество, делая Чикаго символом криминального хаоса тех лет, где власть действительно была под контролем преступников, пусть и под покровом легитимности. В его личности удивительным образом сочетались страх и уважение, присущие лидеру криминального мира той эпохи. Примечательно, что его карьера закончилась к 30-м годам. Заключение положило конец его господству, хоть и оставило глубокий след в истории криминала. Теперь, рассмотрев динамику перемен, что принес сухой закон, мы можем заострить наше внимание на следующих неожиданных персонажах, чьи действия перевернули экономическую стабильность. И остается лишь гадать, что станет следующим открытым секретом. Начнем с одного из самых дерзких преступлений. Ограбление поезда Глазго, Лондон, совершенного ранним утром 8 августа 1963 года, когда группа из 13 человек под предводительством Брюса Рейнольдса осуществила гениальную операцию. В телевизионных драмах такие сюжеты показались бы фантазией. Налетчики использовали черные чулки на головах для маскировки и заранее вывели из строя линии телефонной связи. Они использовали световые сигналы, чтобы остановить поезд, и с невероятной точностью унесли около 2,5 миллионов фунтов стерлингов. Сегодня эта сумма была бы эквивалентна примерно 15 миллионам фунтов. Переходим к масштабным культурным потерям, связанным с ограблением в музее Изабеллы Стюарт Гарднер в 1990 году. Это наиближайшее к нашему времени крупное преступление в сфере искусства в Соединенных Штатах. Потеря произведения искусства на сумму, превышающую 500 миллионов долларов, оставила глубокий след и в сердцах культурного сообщества, и в истории криминальных расследований. Хотя экономические последствия были в значительной степени ограничены страховыми компаниями и черным рынком, последние оказались неспособны покрыть утраченные культурные ценности. Это преступление до сих пор будоражит умы как коллекционеров, так и представителей закона. Эти нарративы, показывающие захватывающие аспекты великих ограблений века, открывают нам только начало удивительных историй, которым суждено поставить под сомнение наше понимание мира преступлений. Впереди ожидается еще более затейливые детали, соединяющие нити древности и современности, где одна идея может натолкнуть на удивительные выводы. Мафиозная Америка 20 века — это мир, где 5 основных семей — Гамбино, Люцано, Коломбо, Бонанно и Дженовезе
играли ведущие роли. Эти кланы мастерски управляли преступной деятельностью, простираясь от подпольных казино до незаконной торговли алкоголем, создавая престиж и всевластие, которые пугали и восхищали. Влияние мафии ощущалось преимущественно через скрытый контроль и коррупцию, а не через прямую политическую власть. Лоббирование и шантаж позволяли им оставаться за сценой, но с доской для игры на уровне муниципалитетов. Они использовали свое влияние для манипуляций с закулисной властью городов, что в итоге позволяло избегать особого внимания правоохранителей. Термин, который мы можем условно назвать «вежливая маскировка», иллюстрирует методичное подкрепление их нелегальных схем легистыми покрытиями. Это было скорее стратегией, нежели отдельной группировкой, где мафиози стремились аккуратно скрыть свои преступные начинания за фасадом инспекторов, юристов или уважаемых бизнесменов. Порты и логистические узлы играли ключевую роль в схемах мафии, будучи использованными для контрабанды и нелегальных перевозок. Мафия, конечно, неофициально участвовала в международных отношениях, но через посредников и коррумпированные каналы оказывала влияние на происходящее вне границ страны. Медиа тоже не избежали их внимания. Влияние на освещение мафиозных дел в прессе осуществлялось через запугивание и подкуп. Хотя это не давало им полного контроля над СМИ, все же позволяло менять общественное мнение в свою сторону. Мафиозные кланы переплетались с тканью американского общества, оставляя следы, которые мы продолжаем изучать и которые указывают на вторичный фактор, что привел к важному элементу их существования, стараясь не привлекать внимания. На фоне Второй мировой войны в стремлении к успеху операции «Оверлорд» и высадки на Сицилию ОСС специальное агентство военного времени сыграло рискованную игру, сотрудничая с американской мафией. Одним из самых известных случаев стал контакт с Лаки Лучано, который, отбывая долгосрочное заключение, все же имел влияние на сицилийские криминальные структуры. Этим связям было суждено стать важной частью успешного военного маневра. Использование мафии как стратегического партнера было неожиданным шагом. Организованные преступники, а не уличные террористы, обладали существенными связями и представляли собой мощный ресурс для разведки. Это сотрудничество ясно показало, насколько прагматичным могло быть военное руководство в вопросах безопасности. Однако сделки с мафией никогда не рассматривались как долгосрочная стратегия. Необходимо подчеркнуть, что такие краткосрочные союзы с криминальными фигурами вызвали волну споров и критики. Война — ситуация, когда границы морали и закона могли временно смягчаться, но эти шаги всегда оставались предметом серьезных дебатов в политических кругах. Влияние криминальных структур на ключевые военные операции не могли остаться без внимания, и последствия такого сотрудничества ощущались еще долго после завершения войны. Таким образом, действуя на грани допустимого, ОСС устанавливал партнерские отношения, чтобы обезопасить своих. Это свидетельствовало о сложных связях, сложных решениях и многогранности мировой политики, где времена жестокой необходимости подталкивали к непредсказуемым альянсам. И пока эти события развивались, впереди уже было готово новое испытание, не менее загадочное по своей природе, затрагивающее еще больше ключевых акторов глобальной арены. Вторая половина 20 века была ключевым периодом интриг и предательств, охватившим планету с конца 40-х до начала 90-х годов. Соперничество между супердержавами, Соединенными Штатами и Советским Союзом стало почвой для таинственных шпионских игр и драматических предательств. На фоне этого противостояния находились и союзники, формировавшие лагеря НАТО и Варшавского договора, участвовавшие в разведывательных играх. Эпоха Холодной войны принесла шпионаж на новый уровень. Бывшие агенты стали двойными агентами, а такие имена, как Альдрич Эймс, сотрудник контрразведки ЦРУ, стали синонимом предательства. Эймс в течение около 10 лет передавал Советскому Союзу секретные данные, что обернулось серьезными потерями для западных спецслужб. Его разоблачение — лишь одно из множества шокирующих открытий, потрясших разведывательный мир. Разведки не брезговали использовать преступные элементы в стратегических целях. Характер и масштаб таких связей до сих пор частично остаются в тени. Часто это напоминало тайные операции влияния, где ставки были невероятно высоки, а конкретные или гипотетические примеры, такие как знаменитые дела Розенбергов и Клоза Фукса, иллюстрируют неизменную природу шпионажа, связанного с политическими скандалами и мировой нестабильностью. По мере развития технологических и информационных систем информация приобрела ключевое значение. Закулисные маневры оставили за собой следы глобальных изменений, которые требовали новой оценки безопасности мира. Ситуации изменчивы, и мир уже находился на пороге технологического столетия, в котором одна недооцененная угроза могла изменить все. Очередной этап перемен требовал внимательного анализа, открывая дорогу новым интригующим вызовам. Зодиак, чья настоящая личность до сих пор окутана тайной, стал одним из самых печально известных серийных убийц конца 1960-х и начала 1910-х годов. Он сделал громкие заявления о 37 жертвах, однако следствие соотнесло с его деяниями только 7 случаев.
Эта неразгаданная история оставила отпечаток на всей Америке того времени. Известные убийцы 20 века, такие как Тед Банди, Джон Уэйн, Гейси и, несомненно, Зодиак, показали, как сложно понять глубины человеческой психики. Банди, студент-юрист и полный обаяния манипулятор, унес жизни более 30 человек, переворачивая представление об угрозе, исходящей от человека по соседству. Джон Уэйн Гейси в своем удвоенном амплуа бизнесмена и политической фигуры скрывал свою жестокую натуру под маской нормальности и был признан виновным в убийстве 33 молодых людей. Исследования многих серийных убийц часто показывают, что их деяния могут быть связаны с пережитыми в детстве травмами, психическими расстройствами или личными трагедиями. Хотя их психологические профили сильно различаются, одно их объединяет — жестокость действий, которая вызывает и ужас, и одновременно притягивает внимание общественности. Медиа создали из этих фигур пугающих и в то же время завораживающих культурных персонажей. Фильмы и книги о таких преступниках стали бестселлерами, обслуживая человеческую любознательность и страх. Образ серийного убийцы широко проник в массовую культуру и продолжает влиять на общественный дискурс. Однако путь к пониманию того, что движет этими людьми, еще далек от завершения. Каждый новооткрытый факт лишь добавляет больше вопросов. В тени таких событий скрывается новомодная форма преступности, которая только начинает набирать обороты и ждет своего удаления в более современных реалиях. Торговля оружием в 20 веке была сложным и противоречивым явлением, сочетающим в себе как легальные, так и нелегальные аспекты. Ключевые фигуры в ее развитии стал Василий Захаров, манипулятор, известный своей активной деятельностью в первой половине 20 века. Он, наряду с другими влиятельными представителями этого теневого мира, существенно повлиял на вооруженные конфликты по всему миру. Эпоха Холодной войны стала площадкой для сложных и многокомпонентных операций по торговле оружием. С одной стороны, крупнейшие державы, такие как Соединенные Штаты, Советский Союз, Франция, Германия и Китай, активно участвовали в законных сделках, стремясь укрепить свои альянсы и геополитическое влияние. С другой стороны, нелегальные поставки оружия через тайные каналы и подставные компании также имели место и использовались как частными трейдерами, так и государственными агентствами. Автомат Калашникова стал символом этой эпохи, распространившись по всему миру благодаря своей простой и надежной конструкции. Из Африки до Восточной Европы не было региона, который бы избежал его влияния. Этот автомат стал излюбленным оружием партизанских движений благодаря своей доступности и эффективности в боевых действиях. В то время как технологии шпионажа развивались, они сыграли свою роль в организации поставок. Подмоги со стороны разведывательных служб, включая шифры и тайные маршруты, позволили скрывать сделки от посторонних глаз. В этом процессе переплетались интересы правительств и теневых фигур мирового оружейного рынка. Хотя частные и незаконные поставки не доминировали в глобальном масштабе, их влияние на отдельные конфликты было значительным. Этот многослойный рынок стал отражением глобальных политических противоречий, являясь инструментом как в руках государств, так и независимых злоумышленников. На горизонте уже возникали более современные и технологичные угрозы, продолжающие менять правила игры в мире безопасности. В конце 20 века наркобизнес переживал истинный расцвет. Колумбийский медельинский картель, чей пик пришелся на 80-е и 90-е годы, стал олицетворением всей индустрии. Его символом был Пабло Эскобар, родившийся в 1949 году, чье могущество не знало границ. Он не просто зарабатывал богатство, но и устраивал террористические атаки, погружая Колумбию в хаос. С другой стороны, мексиканский Синалоа под началом Хоакина Гусмана, более известного как Эль Чапо, к концу столетия стал одним из самых мощных картелей. Было ясно, что их аппетиты и амбиции не ограничиваются границами. США с ее огромной протяженной границей стали основным пунктом сбыта их продукции. Война с наркотиками, начавшаяся в Штатах в 70-х годах, только усиливалась к концу века, заставляя правительство искать новые методы борьбы с картелями. Эта война не только пыталась сократить поставки, но и требовала международного сотрудничества для пресечения их влияния. Несмотря на уловки, картели находили способы дальнейшего расширения, в том числе через коррупцию, внедряясь в правительственные структуры, как это произошло в Мексике. И хотя международное сообщество, включая структуры ООН, разрабатывало стратегию противодействия, эффективность оказалась ограниченной. Проблема усугублялась разрозненной политикой и недостатком ресурсов. Однако это было только началом. В новую эпоху преступники начали использовать цифровые технологии и криптовалюты, что добавило новую головоломку в нелегкий квест по борьбе с наркобизнесом. Эра высоких технологий открывала перед картелями еще более сложные и запутанные схемы, о которых только начинали задумываться власти.
Конец 20 века принес неожиданный поворот в криминальном мире, эпоху киберпреступности. Хакеры быстро осознали потенциал персональных компьютеров и сетей, найдя в них новые способы для проведения своих операций. Один из первых известных инцидентов произошел еще в 1988 году, когда червь Морриса, названный в честь его создателя Роберта Морриса, заразил более 6000 компьютеров в Соединенных Штатах. Это событие вызвало серьезные сбои в сети ARPANET, предшественницы современного интернета, и нарушило работу многих систем на несколько дней. И хотя червь Морриса стал важной вехой в истории кибератак, это было только начало. В 90-х годах преступники перешли от вирусов к более сложным операциям. От взлома банковских систем до кражи личных данных. Первые киберпреступления вызвали всплеск интереса со стороны международных правоохранительных структур. Интерпол вместе с другими организациями начала активно укреплять сотрудничество стран для борьбы с этой новой угрозой. Тем временем интернет стал доступнее, и вся инфраструктура от финансов до государственного управления начала зависеть от компьютеров. Это дало преступникам больше шансов для маневра. Несмотря на постоянное усовершенствование защитных систем, новые формы кибератак появлялись быстрее, чем инженеры успевали адаптироваться. Растущая угроза из глобальной сети заставила общество по-новому взглянуть на безопасность и взаимосвязанность мира. За горизонтом, где технологии продолжают изменяться, остаются еще не раскрытые аспекты. Они вскоре испытают на прочность нынешнее состояние мировой экономики и культуры, где преступления становятся не только физическими, но и виртуальными, стирая границы реальности. Прорыв в исследованиях финансовых махинаций готовит почву для новых открытий в этой захватывающей истории криминального мира. Бернард Мейдофф – имя, связанное с одним из крупнейших финансовых скандалов 20 века. Его мошенническая схема начала действовать с 70-х годов прошлого столетия, сокрушая доверие инвесторов. Потери оценивались от 17,5 до 20 миллиардов долларов, в то время как общий размер фонда, включая фиктивные счета, достигал 65 миллиардов. Когда в 2008 году его арестовали, мир был шокирован. В марте 2009 года он признал свою вину и летом получил приговор – 150 лет заключения. Удивительно, но его сыновья, как считается, не знали о замысле отца и сами доложили властям. Инвесторам удалось вернуть около 14,5 миллиардов долларов благодаря продаже активов. В смерти Мейдоффа в тюрьме в 2021 году многие увидели символ окончания эпохи настоящих финансовых крушений. История скандала Enron была не менее захватывающей. Enron, одна из крупнейших энергетических компаний США, обанкротилась в 2001 году. Это стало настоящим потрясением для всей страны. За фасадом финансовой стабильности скрывались сложные бухгалтерские махинации. Скрытые долги и подставные компании обнажили проблемы, затмившие репутацию фирмы. Именно этот случай послужил основой для введения закона Сарбейнса-Оксли в 2002 году, который повысил стандарты прозрачности, корпоративной отчетности и ответственности руководителей. Эти истории стали предвестниками серьезного изменения в финансовой политике, подстегнув правительство принимать более жесткие меры контроля. На горизонте замаячили перемены, которые затронули основополагающие аспекты мировой экономики. В мире, где махинации могли поколебать даже самые устойчивые структуры, назревала новая эра. Вскоре удивительные открытия послужат намеками на культурные и экономические изменения, оставляя немалую интригу, если взглянуть назад на этот судьбоносный период. За последние 100 лет преступники стали неотъемлемой частью массовой культуры, пережив трансформацию от пугающих теней до культовых фигур. Образы мафии в кино, такие как «Крестный отец», заимствовали элементы из жизни реальных гангстеров, включая Аль Капоне, и в то же время создавали вымышленных персонажей, которые подчеркивали сложность криминального мира. Этот прообраз стал основой для многих фильмов, формировавших наши представления о криминальных авторитетах. В конце 20 века телевидение изменило подход к представлению преступников. Клан Сопрано открыл нам мир мафии с новой стороны, где главные герои стали не просто злодеями, а многослойными личностями, полными противоречий. В клане Сопрано преступники представлены как сложные человеческие фигуры, вынуждающие зрителей сопереживать и задаваться вопросами о морали. В то же время «Во все тяжкие» исследует переход от обыденного существования к криминалу через призму индивидуального выбора и обстоятельств, создавая эмоциональный и морально неоднозначный портрет. Игра серии GTA, одна из самых известных в жанре криминального экшена, позволяет игрокам погрузиться в интерактивный мир преступлений, исследуя границы дозволенного и подвергая сомнению ценности и нормы поведения. Она освещает темы, касающиеся криминальных сообществ и моральных дилемм, стоящих перед ними.
Игроки получают возможность примерить роль многих персонажей и действовать в условиях, заставляющих задуматься о последствиях своих действий. Жанры хип-хоп и рэп стали голосом целого поколения, отмечая не только проблемы преступности, но и отображая опыт жизни в условиях социального неравенства и маргинализации. Это не просто истории о преступности, а реальные рассказы о протесте против системы, отражающие стремление к самоидентификации молодого поколения в условиях постоянного давления и дискриминации. Сегодня образы преступников в массовой культуре перестали быть однозначными. Это уже не просто злодеи, а сложные, многогранные фигуры, которые вызывают сочувствие и осуждение, оставляя зрителей разрываться между этими противоречивыми чувствами. Разговоры о романтизации криминального мира стали частью этических дискуссий, поднимая вопросы о влиянии популярной культуры на моральные установки общества. В этой сложной и многозначной игре смыслов криминальная тематика продолжает формировать наше восприятие, подогревая интерес к будущим интригующим открытиям и перевоплощениям.